Господу. Слова людей, введенных в заблуждение иллюзорной энергией Господа, никогда не смутят разум тех, кто полностью предался Ему. Комментарий. Все веды свидетельствуют о том, что Господь Шри Кришна является верховной личностью Бога. В этом сходятся все ачарьи, включая Шрипад Шанкарачарью. Однако, когда Господь находился в этом мире, разные люди воспринимали Его по-разному, поэтому их представления о Боге тоже отличаются друг от друга. Люди, верившие словам богооткровенных писаний, понимали, кем на самом деле был Господь, и потому Его уход из этого мира был для них непоправимой утратой. В первой песне мы уже рассказывали о скорби Арджуны и Юдхиштхиры, которые до конца своих дней так и не могли оправиться от тяжелого удара, которым явился для них уход Господа Кришны. Ядавы лишь отчасти понимали, кем был Господь, и все же они достойны славы, поскольку имели возможность непосредственно общаться с Господом, игравшим роль главы их рода, и лично служили Господу. Ядавов и других преданных Господа нельзя даже сравнивать с теми, кто в невежестве своем считает его обыкновенным человеком. Такие люди, вне всякого сомнения, введены в заблуждение иллюзорной энергии Господа. Обладая демоническим складом ума, они завидуют Верховному Господу. Иллюзорная энергия крепко держит их в своих объятиях, поскольку, несмотря на блестящее с мирской точки зрения образование, такие люди не верят в Бога и заражены идеями атеизма. Они яростно отстаивают представление о том, что Господь Кришна был обыкновенным человеком и погиб от стрелы охотника, понеся наказание за участие в заговоре против Джарасандхи и сыновей Дритараштры, демонических царей, правивших тогда на земле. Такие люди не верят Бхагавадгите, которая утверждает, что любая деятельность Господа не влечет за собой кармических последствий. Намам карма нилим панти. Атеисты утверждают, что гибель семьи Господа Кришны, рода Яду, проклятого браманами, была якобы расплатой за грехи Кришны, повинного в смерти сыновей Дритараштры и так далее. Подобное богохульство не способно смутить умы преданных Господа, которым известно истинное положение вещей. Их разум никогда не омрачает даже тень сомнения в Господе. Но на тех, кто принимает всерьез утверждения асуров, так же, как и на самих асурах, лежит печать проклятия. Таков смысл приведенных в данном стихе слов Удавы. Ом агьянатимирандхасya гьянанджана шалакая чакшурунмилитам йена тасмай шри гураве намаха. Шри чайтanya манобхиштам стхапитам йена бхутале сваям рупа када махьям дадати супадантикам. Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатанвитам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Парижана Сахитам Кришна Чайтanya Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Lalita Sri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpataru kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. I am very happy to be back again in this Jagannath temple for the second time after, I think, 3-4 years back. Я очень счастлив снова быть в храме Господа Джаганнатхи 4 или 3 года спустя, после того, как я побывал здесь первый раз. Especially on this most auspicious day of Jagannath Rath Yatra. И в особенности в этот самый благоприятный день Джаганнат Ратха-ятры. And also very special because it is the concluding part of the 9-day festival marking the 40th year of the arrival of Srila Prabhupada into Moscow. И также сегодня 9-й завершающий день знаменательного фестиваля, посвященного 40-летию прибытия Шрилы Прабхупады в Россию. It's actually so difficult to understand Krishna. Так сложно понять Кришну. Manushyanam sahasreshu kaschid yatasi siddhaye. Out of thousands of people striving for perfection, one may actually stick on. И в этом стихе из Бхагаватгиты Манушья Сахасрешу говорится, что из 1000 людей едва ли один стремится к совершенству. And amongst thousands of such people, hardly one can understand Krishna in truth. А из многих тысяч людей, которые стремятся к совершенству, едва ли один воистину познал меня, говорит Кришна. If it is so difficult to know Krishna, what to speak of loving Krishna and surrendering to Krishna? Если так сложно узнать Кришну, то насколько же сложно предаться Ему и обрести любовь к Нему? Here we read in this purport how Devasya Mayaya Sprishta, by infected, Sprishta means infection. Sometimes you get infected and the whole body gets infected. Similarly, Maya comes and affects our consciousness, and such a person can never understand Krishna. И в этом стихе используются слова «девасья майя спришта». Спришта означает инфекция. Если инфекция попадает в ваше тело, то все тело заражается. Подобно этому, когда иллюзорная энергия покрывает наше сознание, мы становимся зараженными этой инфекцией. And asad ashritaha, they have taken shelter of something temporary, asad. Асад ашрита означает, что они приняли прибежище у чего-то временного. Асад. In the Bhagavad Gita, there are 2 kinds of people described. В Бхагаватгите описывается 2 типа людей. The Duratmas and the Mahatmas. Дуратмы и Махатмы. And who is a Duratma? He says, Moghasha, Moghakarmano, Moghajnana Vichetasaha, Rakshasim Asurim Chaiva, Prakritim Mohinim Shritaha. That those who have taken shelter of Asadashrita, Mohinim Shritaha, 3 things happen for them. И в этом стихе из Бхагаватгиты говорится «мохиним шитага». Это то же самое, что «асад шитага». То есть они приняли прибежище у иллюзорной энергии, и таких людей ожидает 3 вещи. Moghasha, all their asha, all their hopes for success becomes completely foiled. Мога аша. Аша значит надежды. Это означает, все их надежды потерпят крах. Mogha karmano, all their hard endeavor to become happy in this world becomes completely foiled. Мога кармана означает, что вся их напрасная деятельность для того, чтобы обрести счастье в этом материальном мире, тоже потерпит крах. And mogha jnana, all their knowledge, ultimately knowledge is acquired to solve problems of life. Мога гьяна. Гьяна, знание предназначено для того, чтобы решить все проблемы жизни. If you have any problem, unless you have knowledge, you can't solve that problem. Если возникает проблема, у вас нет знания по этому поводу, то как вы решите эту проблему? And there are so many powerful thinkers, philosophers and scientists. И существует множество великих ученых, мыслителей, которые населяют этот мир. They have tremendous amount of knowledge. Они обладают огромным запасом знаний. But somehow they are not able to solve the problems of life. Но так или иначе, они не могут решить проблемы жизни. Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. They are not able to solve these problems. Жанма мритью джаравядхи духа дошан даршанам означает, что они не могут решить эти проблемы жизни. But they speak very highly as if they know everything.
Но они бросаются такими высокопарными фразами, как будто они все знают. And practically the whole world is influenced by these people. И сейчас весь мир находится под влиянием этих людей. But when a Mahatma comes, he smashes their ideas. Но когда приходит Махатма, он разбивает все их идеи. Atmani uptatvano harau. Those who are completely surrendered souls to the Lord, knowing who Krishna is, they are never affected by these kind of propaganda. И те люди, которые полностью вручили себя Господу, как говорится в последней строке этого стиха, они никогда не попадают под влияние слов таких глупцов. Brahmete dhir natad vakyair. They are bewildered and they try to bewilder people. Брамяте дир натад вакьяр. Это означает, что они сами сбиты с толку, и они пытаются сбить с толку других. First of all, none of these people, but opposite of that is Mahatma. Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashrita. Why they are not affected? Because they have completely taken shelter of the daivi prakriti of the Lord. И противоположность таким сбитым с толку людям являются махатмы. Махатманастумам партха давим пракритим ашитага. Поскольку они приняли прибежище у божественной энергии, они не попадают под влияние иллюзии. Now, what is the understanding of the truth of Krishna about this Maya Ashrita? Итак, каково же понимание правильное понимание этих слов Майя Ашрита? They don't have complete understanding of Krishna as it is. Такие люди, сбитые с толку иллюзорной энергии, они не понимают Кришну, как он есть. Now, why should we know Krishna at all? А вообще, зачем нам нужно понять Кришну? Because if you want to solve problems, we have to know him. Если вы хотите решить проблемы, то вы должны познать Кришну. Krishna says, Janma karma chame divyam evam yoveti tattvataha tyaktva deham punarjanmanaiti mameti. That means, if you know Krishna tattvataha, exactly as he is, then all your problems are solved. В этом стихе из Бхагават-гиты говорится «Джанма карма чавендивьям и вам ювети татвата». Татвата означает, что вы должны воистину познать его для того, чтобы решить все проблемы жизни. Even in land of India, where Krishna appeared, there are so many misconceptions. Даже в святой земле Индии, где явился сам Кришна, столько заблуждений. From the highest to the lowest level of understanding. Есть очень высокий уровень понимания, есть совершенно низкий уровень понимания. There are some people who think Krishna is Purna avatar. Of all the avatars, he is the best. Некоторые считают, что Кришна — это Пурна аватар. Из всех воплощений Господа он самое лучшее. But still, he is an avatar, but he is a complete manifestation of divinity. Все равно он аватар, то есть это не изначальное нечто, а то, что не сходит, но в полной степени проявленная божественность. They don't know what Vyasdev says. Ete chamshakala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. He is actually the avatari, the source of everything that exists, Brahman, Paramatma and Bhagavan. They don't know that. К сожалению, они не знают мнения самого Шилы Вьясадевы, который говорит «Чам Шакалапамса Кришнасту Бхагаван Сваям», поскольку Кришна является аватари, источником всех аватар. Some people think, yeah, I know Krishna. She is the 8th avatar of Vishnu. А некоторые говорят, да, я знаю Кришну, это 8-я аватара Вишну. That's okay, at least slightly better. Ну, немножко лучше. Some people think, actually, when the Nirguna, Nirakar, Brahman comes into this world, he becomes Saguna Brahma, and that is Krishna. Есть и другое понимание среди таких людей. Они считают, что Ниракар или нечто безличное, Браман, когда он не сходит в этот материальный мир, он становится Сагуна Браманом или Кришной. But Krishna clearly says in the Bhagavad Gita that those who think
that impersonal have become personal actually are less intelligent. Но в Бхагавад-гите Кришна утверждает, что те, кто думают, что вначале я был безличным, а теперь я стал личностью, они на самом деле лишены разума. Avyaktam vyaktimapannam manyante mam abuddhaya. Avyaktam, it is the avyakta, the all-pervading Brahman, now has become, taken a body like you and me in the Sattva Guna. Manyante mam abuddhaya. Less intelligent people think that the Nirguna Brahma has now become Saguna for the sake of performing activity. Авьякта вьяктимапанам, говорит Кришна в Бхагавад-гите, они думают, что вначале я был непроявленным, а теперь я воплотился в материальном теле, в гуне благости, и он называет таких людей абудая, он называет их малоразумными. And this is spoken by people who conduct Bhagavad Sapta. И такие вещи говорят люди, которые проводят Бхагават-саптахи. One time I was in Vrindavan. Однажды я был во Вриндаване. And we were given a place to take charge of. И нам выделили какую-то территорию, за которую мы должны были отвечать. And there were so many people coming and speaking Bhagavad Katha in that place. И в этом месте столько людей приходили и проводили Бхагават-катху. So I was asked to go and sit there and find out who are bona fide and who are Mayavadis. И меня попросили посидеть там и посмотреть, кто из них был авторитетным рассказчиком, а кто были майявади. But I said it is very dangerous. Но я подумал, это очень опасно. Because Mahaprabhu says, Mayavadi bhashya sunale hoy sarvanash. If you hear Mayavadis, your intelligence will get bewildered. Потому что Махапрабху говорит, что если вы слушаете майявади, то ваш разум будет смущен. So how can I sit and very attentively, and I have to hear very attentively to find out whether it is correct or not? Потому что мне придется слушать очень внимательно и определять, кто же из них правильно говорит, кто нет. So I was thinking what to do. Я думал, как же быть в этой ситуации. Then I had an idea. И у меня возникла идея. I said, if I sit down and hear very respectfully, then it will go into my heart and affect me. Я подумал, если я буду сидеть и смиренно слушать, это повлияет на мое сердце. So I sat on the balcony. Поэтому я сел на балконе. So that the vibration will not flow up. Чтобы эта вибрация, она не вошла в меня. Not pranipatena and not sevaya, but чтобы не было этого пранипата и севая, а наоборот, сверху вниз смотреть на это все. And with a guard, protection, bulletproof guard, I was hearing. Let us see what he says. И с пуленепробиваемым жилете я сидел и слушал всю эту майяваду. And this man started speaking Bhagavad Katha. И вот этот человек начал говорить Бхагават-катху. He was speaking from the Gajendra Moksha of 8th canto. И он говорил из 8-й песни Бхагаватам «Освобождение слона Гаджендры». Very powerful speaker. Очень могущественный проповедник. He was completely holding the audience spellbound. Полностью захватил внимание всей аудитории. As many of these Bhagavad Katha people are in India. И многие рассказчики Бхагават-катхи в Индии владеют этим искусством. And he said, in the whole of Bhagavatam, I like this pastime the best. И он сказал, из всего Бхагаватам я люблю именно эту игру. He said, you know why? Знаете почему? Because here there is no name of God mentioned. Потому что здесь ни разу не упоминается имя Бога. Oh Supreme, oh this, oh that, no name. О Всевышний, о Великий, и никакого имени. So, when that same Nirgun, Nirakar, Nirvishesh, Sarvavyapi Brahma becomes Saguna Sakar, that is called Krishna, Rama, Vishnu, Narsimha. И он продолжал. И когда этот Ниракар, Ниргуна, Браман, он не сходит в материальный мир, он становится Рамой, Кришной и всеми остальными. Bolo Banke Bihari Lal Ki Jai. They tell like that. И вот так вот закончил Банки Бихари Лал Ки Джай. But actually he couldn't even speak the full name. Он даже не смог произнести полностью имя. He just said, Bol Banke. He just stopped there. Bol Banke. Он на половине фразы оборвал Бол Банки. And all the Brajvasis, simple Brajvasis, Bihari Lal Ki Jai. You know, they repeated. И простые бриджабаси, они подхватили Бихари Лал Ки Джай. So this fellow was such a Mayavadi,
he couldn't even speak the name of Krishna. It wouldn't come from his mouth. И этот Майявади, он не мог даже произнести имя Кришны, оно не могло не зайти с его уст. Because actually, he didn't believe that God is a person. Потому что он не верит, что Бог — это личность. Though he is speaking about God and his name and form and activities through what is Bhagavatam? Bhagavatam is Bhagavan, Bhakta and Bhakti, nothing else. И хотя он говорит постоянно о Господе, о его преданных, о преданном служении, Бхакти, Бхагаван и Бхакта, тем не менее он не верит во все это. So they make money by Krishna's words, but they don't believe in Krishna. Они делают деньги на словах Кришны, но не верят в Кришну. So this is asuram, asad ashritaha. И это демоны, асад ашритаха. So some people think he is Purnavatar, some people think he is 8th avatar of Vishnu. Итак, некоторые считают, что это самый высочайший из всех аватар, некоторые считают, что это 8-я аватара Вишну. And some people think he is Nirguna who has become Saguna. Некоторые думают, что он был безличным, но стал сагуной. And ultimately he is actually Nirguna. Но в конечном счете изначально они считают ниргуна лишенным качеств. And there are some others who say, oh, Krishna was a great messenger of God. He was a great prophet. А некоторые говорят, что Кришна был величайшим посланцем Бога, совершенной личностью. He was a great social reformer. Был великим социальным реформатором. He presented such powerful philosophy. Он представил такую могущественную философию. And he elevated the degraded society of that time. И он возвысил деградировавших людей того времени. So this is some people's understanding. Такого понимания некоторых людей. Others think actually Krishna was a historical personality. А другие считают, что Кришна — это великая историческая личность. He was a very powerful king of the Yadava race. Великий царь рода Яду. He was a very good politician. Великий политик. And very good strategist. Великий стратег. Very powerful chastiser of all the inimical forces. Он очень искусно обуздывал всех врагов. And a very able and good administrator. Был очень способным великим администратором. That's all. Вот и все. He was not God. Какой же он Бог? He was a good king, very famous king of Yadava race. Хороший царь был в роду Яду, да. Others think, unfortunately, they think he was a very, very lusty lover. Есть еще негодяи, которые считают, что это был просто самый похотливый человек на земле. He was the most immoral person. Самый аморальный человек. He was basically a lusty person, that's all. Просто похотливый человек, вот и все. And they think themselves to be very moral and very pure. А себя они считают очень моральными и этичными. And they say, look, Krishna is a love, basically love personified, I mean, lust personified. Они говорят, посмотрите на этого Кришну, это просто олицетворение вожделения. And there are some Есть еще хуже. who think actually Krishna, nobody was there. Которые говорят, да, не было никакого Кришны. It is just a concoction of a poet's mind. Просто какой-то великий поэт вот создал такой персонаж. It is just an imaginary figure. Просто вымышленная There was nothing личность. like Krishna, nothing like Vrindavan. It is just like Sherlock Holmes. Как Шерлок Холмс, какой Вриндаван, какой там Кришна, ничего не было. 26 Baker Street. 26, Бейкер-стрит 26. Sherlock Holmes lived. Там жил And Шерлок when Холмс. people read, they say, wow, I want to know who Sherlock Holmes. Then they realize it is actually a concoction of Arthur Conan Doyle, the author. И люди читают эти книги Артура Конан Дойля, они видят вот этот адрес Бейкер-стрит 26, они думают, да, я хотел бы узнать, где жил этот Шерлок Холмс. Потом они узнают, что, оказывается, это просто вымысел. Or we have so many comics in India, Phantom, Mandrake, or Tintin. You know, so many comics, I don't know if you have read. И есть много разных комиксов, там вот тоже множество вымышленных героев. Я не знаю, кто-нибудь из вас встречал эти комиксы? Like He-Man, Batman, Superman. He-Man, Бэкмен, Супермен. Something like that. Somebody has created Krishna. И точно так же кто-то придумал этого Кришну. So, all these are Brahmyate dhir na tad vakyair.
И всех их относят к этой категории Брамита Дхир Тад Вакьяр. That Vakyar, their statement is Brahmyate Dhir. It is a bewildered intelligence of Maya Sprishta Ashrita. И вот эти слова на санскрите означают, что их слова были искажены из-за того, что они находились под влиянием иллюзорной энергии. But surrendered souls who are completely Atmani Uptatmano Harau, those who are surrendered to the Lord, they are never influenced by these kind of propaganda. Но дальше продолжает автор этого стиха, он говорит, что на самом деле те люди, которые не находятся под влиянием иллюзии, их не смущают слова подобных глупцов. Now what is the proof that all these people are wrong, all this conception is wrong, and Krishna is the absolute truth, the cause of all causes, the source of everything that exists comes from Him? Где же доказательство того, что все эти люди с этими разными идеями, они неправы, и что Кришна является изначальной причиной всех причин, источником всего сущего? That Krishna is Bhagavan Swayam, He has a form and He is absolute. Кришна Бхагаван Сваям, Кришна имеет форму, и Он является абсолютом. And He is completely transcendental. И то, что Он полностью трансцендентен по отношению к материи. He has absolutely no contamination of materialism. Он не имеет никакого осквернения материализмом. What is the proof? Где доказательства? Suppose somebody asks you, suppose you are distributing book and you tell, this is Krishna, Supreme Personality of God, and say, what is the proof? Допустим, вы распространяете книги, кто-то вам подходит. Вот вы говорите, Кришна, Верховная Личность Бога. Где у вас доказательства? Maybe you believe Him as God, but I don't believe. Вы, может быть, и верите, что Он Бог, но я не верю. What would you say? Что вы ответите на этот? Okay, since I have short time, I will tell you what is the answer. Поскольку времени мало, я сам отвечу на этот вопрос. May not be the answer, but one of the answers. Возможно, это не полный ответ, но один из ответов. Because Krishna gives good intelligence. When you are distributing books, suddenly some question comes. Amazing how you answer. Then you wonder, how did I say that? Who said that? I didn't know. И иногда Кришна устраивает так, что когда вам задают подобные вопросы на Санкиртане, Он дает вам разум, и вы сами не ожидаете, какой ответ из вас начинает исходить. Вы думаете, откуда это взялось? Вроде бы я этого не знал. Krishna says, Janma karma chame divyam. My birth and my activities, everything is completely transcendental. Джанма карма чаме дивьям. Кришна говорит, мое деяние и мое явление в этом мире полностью трансцендентны. Now, Krishna says elsewhere in the Gita, Namam karmani limpanti name karma phale spruha. I don't get caught up in these material activities and I have no material desires to perform activity. В другом месте Бхагавад-гиты Кришна говорит, намам кармани лимпанти наме карма сприха. Он говорит, что на самом деле вся эта деятельность не связывает меня, и я нахожусь в стороне от нее. Spraha, we have material desire, therefore we have come, and because we have material desire, we perform material activities and get caught up. У меня нет материальных желаний, но мы связаны этими материальными желаниями, мы действуем под влиянием этих материальных желаний и попадаем под влияние последствий этой деятельности. But Krishna is like a spider who makes the web, travels on the web, but he doesn't get caught. Anyone else comes get caught, but the spider never gets caught. Он подобен пауку, который плетет сеть, он сам бегает по этой сети и не попадает под ее влияние, но все остальные попадают в эту сеть. You have spiders here? Yes. I've not seen so much. Пауки у вас есть, говорит, что-то не видел здесь. So they travel on the web, they never get caught. Они бегают по этой сети, и она на них не влияет. So Krishna creates, comes and performs activity and goes back without getting caught. И Кришна, он приходит сюда, он создает этот мир, он приходит сюда, совершает свои игры и уходит отсюда. Этот мир никак не влияет на него. But then Krishna says another thing. Еще одну вещь Кришна говорит. He says, Namam karmani limpanti name karma. That is about me, that I don't get caught. But iti mam yo abhijanati karmabhir nasabadhyate. If you are convinced about this, even you won't get caught. Итимам Йобиджанати, Кришна говорит дальше, что если вы будете убеждены в этом факте, что я не попадаю под влиянием этой материи,
то вы тоже не будете попадать под ее влияние. Now you may say, what is the proof? Again, what is the proof? Вы можете спросить, но какое же здесь доказательство? The proof is right there in this temple. Доказательство прямо в этом храме. And that is this beautiful picture. И вот эта замечательная картина. As soon as I walked in, I said, wow, what a beautiful picture. Never seen any temple. This picture, wonderful picture. И ни в одном храме. Я только вошел в этот храм, я обратил внимание на эту картину, и я ни в одном храме не видел подобной картины. Here is Haridas Thakur. Это Харидас Такур. Chanting, absorbed in chanting the holy name of Krishna. Погруженный полностью в воспевание святых имен Кришны. And no people influenced by Maya, but directly Maya Devi comes. И никаких людей, находящихся под влиянием Майи, но сама Майя появляется перед ним. Somebody who is influenced by Maya speaks, you may not get affected. Да, если кто-то под влиянием Майи говорит вам какие-то вещи, вы, может быть, и не попадете под его влияние. Krishna says, Daivihi esha gunamai mama maya duratya. Very difficult. Но в Бхагаватгите Кришна говорит, Дайви хеша гунамаи мама майя дуратья. Очень сложно преодолеть ее влияние, этой иллюзорной энергии. Even, forget about Indra, Chandra, Varuna, Vayu, Surya. Even Brahma, and to some extent by Krishna's by arrangement, even Lord Shiva gets actually influenced by Maya. Забудьте о Чандре, Варуне и других полубогах. Даже Брахма и даже Господь Шива, по устройству Господа, он тоже попадал под влияние Майи. No one in the history so far has ever been able to, on his own, overcome the influence of Maya. За всю историю мира ни одной личности не удавалось собственными силами преодолеть влияние Майи. And Maya came with her full potency to actually, with a single purpose of attracting Haridas to be influenced by him, by her. И эта самая Майя с единственной целью совратить Харидас Такура появилась перед ним со всеми своими энергиями. How is it, since the history of this creation, Maya had absolutely no influence over Haridas Thakur, simply an ordinary, low-class person, materially speaking, who was just chanting the name of Krishna. Как же так? Это Майя, которая никогда не терпела неудач. Сейчас она появилась перед этим нераскорожденным человеком, так сказать, с внешней точки зрения, он родился в самой низкой семье. Как же так? Почему она не смогла повлиять на него? Он просто повторял Харе Кришна. We see powerful sages, powerful devatas, they get influenced, but Haridas was absolutely unaffected. Великие полубоги, мудрецы попадают под ее влияние, а Харидас Такур не попал. It is simply because of this. He had taken complete shelter of Krishna. Единственная причина состоит в том, что он принял полное прибежище у Кришны. This is the proof that forget about Krishna, even his name, abhinnatvat nama namino. Krishna is transcendental, is absolute, and therefore his name also is absolutely non-different from him. Абхинатвам nama namino означает, что нет разницы между Кришной и его святым именем. Сам Кришна является полностью трансцендентным, и его святое имя, будучи тождественным, ему тоже полностью трансцендентно. And all the power of Krishna are there within the name. И все могущество Кришны содержится в его имени. Namnamakari bahudha nija sarva shaktis. Completely all the power, potency of Krishna is there in that holy name. Намнамакари Бауда Ниджа Сарва Шактис означает, что все энергии Господа содержатся в его имени. And anyone who's actually taken shelter of the name, absorbed in tasting the holy name, has absolutely no taste and no influence of outside energy, material energy. И те, кто принял полное прибежище у святого имени Господа и обрел высший вкус, уже не имеют никакого влечения и никакого вкуса ко всему внешнему, материальному. Мам эва е прападьянте, маям этам тарантите. Это продолжение того же стиха из Бхагаватгиты. Мам эва е прападьянте, маям этам тарантите. Но тот, кто принял прибежище, у меня полностью освобождается от его влияния. One time,
one devotee asked a person on the Vyasasan, he says, Prabhu, what is the meaning, how to become serious, become a serious devotee? Однажды на лекции преданного спросили, как стать серьезным преданным. So this person said, this quoted this verse, 7.14, Bhagavad Gita, Daiviyesha Gunama, he quoted this verse. И тогда этот преданный, который сидел на Вьясасане, он процитил этот самый стих из 7 главы Бхагават-гиты, текст 14, Дайвихьеша Гунамаи. And he said, a serious devotee means he takes Maya very seriously. Серьезный преданный — это означает, что тот, кто относится к майе очень серьезно. Mama Maya Durate. You can't take Maya lightly. Нельзя воспринимать майю легковесно. She is very powerful. Она очень могущественна. It's like one individual fighting against the whole country's army. Это все равно, что если один человек пытается сражаться с целой армией. Impossible practically. Невозможно. So, serious devotee means you should take Maya very seriously. Итак, серьезность означает, что нужно очень серьезно отнестись к тому, что на нас может повлиять майя. But if you take only Maya seriously, you become depressed and you become very dejected. Но если ваша серьезность будет направлена только на оборону от майи, вы будете всегда в депрессии. Therefore, serious devotee means he should also take Krishna seriously. Поэтому серьезный преданный означает, что он также серьезно должен отнестись и к Кришне. Because Krishna says, Mam eva ye prapadyante maya metam. The only way to overcome is Mam eva, only me you have to take shelter of. Потому что в этом же стихе из 7 главы Бхагават-гиты Кришна говорит, «Мам эва я пропаденте моя мы там тарантите». Он говорит, что только мам эва, если ты примешь меня. Mam ekam sharanam braja, he also says. You have to surrender to me alone, no one else. В другом месте Бхагават-гиты Кришна говорит, «Мам экам шаранам враджа», прими прибежище только у меня одного и ни у кого другого. So that means a serious devotee is one who takes Maya seriously and therefore he takes Krishna seriously. Итак, серьезный преданный означает, что он серьезно остерегается майи и очень серьезно находит прибежище у Кришны. Because if you take only Krishna seriously and not Maya, you become proud. Потому что если вы только серьезно относитесь к тому Кришне и забываете про майю, вы становитесь гордым. And if you become proud, you are already in Maya. А если вы возгордились, вы уже в майе. So you have to take both of them seriously. Поэтому нужно серьезно отнестись и к Кришне, и к майе. Vidyamcha avidyamcha yastad vedo bhayam saha avidyaya mrityum tirtva vidyaya amritamashtu. Therefore Upanishad says, take avidya, understand avidya nicely and understand vidya nicely, both. So that you can cross avidya and achieve the perfection of life. И в этом стихе из Ишапанишад говорится, что нужно очень серьезно отнестись к авидье и к видье, то есть разобраться, как на нас влияет авидья, и выйти из-под ее влияния. So Haridas Thakur was able to overcome the influence of Sakshat Maya only because he had taken complete shelter of Krishna through his holy name. Итак, Шрила Харидас Такур, он сумел преодолеть влияние самой олицетворенной майи благодаря тому, что он принял полное прибежище у святых имен Кришны. Krishna says in the Bhagavad Gita, Param drishtva nivartade. Unless you have a higher taste, you can't say no to Maya. И в этом стихе из Бхагават-гиты 2.59 Кришна говорит, «Парам дриштва нивартанте». Только в том случае, если вы обрели высший вкус, вы можете сказать «нет майи». And that exactly is what Chaitanya Mahaprabhu has come to give all of us. Именно это пришел дать нам всем Шри Чайтанья Махапрабху. Patra apatra dekhe na dekhe sthana sthan jai jahan paye tahan kare prem dan. It says patra apatra dekhe na dekhe sthana sthan. Mahaprabhu never saw whether you are qualified or not qualified, whether the place is proper or not proper. Wherever, whoever he found, he would just embrace and give Krishna prem.
В этом стихе из Шри Чайтанья Чаритамриты говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху не проводил никаких различий. Достоин человек или недостоин, подходящее место или неподходящее. Он просто всех обнимал и всем даровал любовь к Богу. He told Narayani, Narayani, chant Hare Krishna. And she was chanting madly. И племянница Шривас Такура Нараяни, он сказал: Нараяни, танцуй, проявляй любовь к Богу. И Нараяни просто начала танцевать, как сумасшедшая, и проявлять все признаки любви к Богу. And also, in this beautiful verse, it says in the end, it's not going down. Как листать? It says the last statement of Prabhupada is very interesting. И последнее утверждение Шрила Прабхупады в комментарии очень интересное. Their intelligence regarding the Lord is never disturbed. Those who are taken shelter of Krishna. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что те, кто приняли прибежище их у Кришны, их разум никогда не смущают высказывания материалистов. All these blasphemies do not touch the heart of the devotees of the Lord because they know perfectly well what is what. Подобное богохульство не способно смутить умы преданных Господа, которым известно истинное положение вещей. And we see that again in Haridas Thakur. И мы это видим в наиболее яркой форме, выражено в Харидас Такуре. After this Maya's test was done, Haridas Thakur, while staying at Shantipur, sometimes would go to Fulia, which is also nearby. Когда Харидас Такур жил в Шантипуре, он иногда ходил в Хулию, которая находится неподалеку. And innocent people loved him as a great saint. И невинные люди воспринимали его как святого. But the so-called Hindus and the Muslims who were influenced by Maya, Tadvakyair, they started telling, who is this? What is this nonsense? Why is he chanting so loudly? Невинные люди воспринимали его замечательным образом, но так называемые ортодоксальные индусы, мусульмане, они критиковали его. Кто это такой? Что это он громко тут поет? So the ritualistic Brahmanas and the Muslims came together and they devised a plan to somehow finish off Haridas Thakur. И погруженные в ритуалы индусы и мусульмане, они собрались вместе, они составили план, как обесславить Харидас Такура. And they told, they paid the Qazi to somehow put allegation against him. И они заплатили Кази для того, чтобы тот устроил суд над Харидасом. And we know the whole story, how eventually he was told that you give this up and you will become happy. We will relieve you and you will become a good person. И в конце концов, там на суде ему мусульмане поставили условия, они сказали, ну, если ты все это оставишь, воспевание святых имен, мы тебя выпустим, и ты будешь полностью счастлив, нормальным человеком будешь жить. There was a threat to his life actually. На самом деле они угрожали его жизни. Submit or get killed. Либо ты подчиняешься нашему приказу, либо ты будешь убит. But what was Haridas Thakur's response? Ну как ответил Харидас Такур? Khanda khanda hoye deha jai jadi pran, tobu ame bodhanena chhade harinam. He says, khanda khanda hoye deha. Deha means body. Khanda means piece. You cut my body to khanda khanda, many pieces. And even if my life goes, every piece of that body of mine will chant Hare Krishna. И Харидас Такур, как он ответил на эту угрозу? Он сказал, «Канда, канда, хоэдеки». Он сказал, даже если вы на мельчайшие кусочки разрежете мое тело, и жизненный воздух покинет мое тело, каждый отдельный кусочек будет воспевать святое имя. What an amount of determination. Какова же решимость Харидас? What an amount of conviction. Какая убежденность? Rupa Goswami says, Utsahat nishchayat dhairyat. This is nishchaya. Full faith that I am right. All of you are influenced by tadvakyair, asadvakyair. All of you are fools. You don't understand. Please surrender Krishna and perfect your life. Это то, о чем говорит Шрила Рупа Госвами в Упадешамрите. Он говорит, Утсаха нишья дарьят. То есть здесь проявлено величайшее убеждение. Харидас Такур говорит, да, тадвакяр, ваши слова говорят о том, что вы сбиты с толку иллюзорной энергией, вы не правы. He actually laughed at these people.
И Харидас Такур просто смеялся над этими людьми. He said, look, aha. He said, aha. Look at how the Maya has influenced all these people in terms of understanding what true religion is. И Харидас Такур усмехнулся и сказал: просто посмотрите, как играется иллюзорная энергия с умами этих людей. Она полностью сбила их с толку, и все их религиозные убеждения — это просто He was ерунда. not affected by their words, by their threats. Итак, на Харидас Такура не повлияли ни их слова, ни угрозы. The last few days I was listening to the history of the development of Krishna consciousness here in Moscow and Russia. И вот последние дни я слушал эту историю, как развивалось сознание Кришны здесь, в России. And it's amazing. Somehow, like Premavati Mataji was also telling yesterday, I don't know what happened, I didn't know full philosophy, but somehow, by Mahaprabhu's mercy, even though she was in that labor camp and her child died, her faith was not disturbed. И вчера, как говорила последняя Матаджи Прабхавати, она говорила, что хотя мне угрожали, меня посадили в эту колонию трудовую, у меня погибла дочь, но так или иначе, по милости Махапрабху, моя вера не была изменена. Actually, it's simply because of the potency of Sri Chaitanya Mahaprabhu coming via Srila Prabhupada's sincere desire. Эта милость Шри Чайтаньи Махапрабху пролилась через искреннее желание Шрилы Прабхупады. Mahaprabhu has already said, Prithivite Ache Jata Nagaradigram, that throughout every town and village, my name will be chanted. Махапрабху уже давно сказал: Прithivite Ачията Нагарадиграм Сарватра Прахарача Хойбе Маранам. То есть мое имя будут петь в каждом городе и деревне этого мира. Actually, if we don't do it, somebody else will do it. Если мы этого не сделаем, кто-то другой это сделает. Just like Krishna told Arjun, Как Кришна... Mayaivaite nihata purvameva nimitamatar bhavasavesachi. Actually, I have killed everyone, Arjun. You simply become an instrument to execute this. Или как Кришна сказал в этом стихе из Бхагават-гиты: все эти люди уже погибли, нимита матра савясачин. То есть ты просто стань инструментом в моих руках. If we simply become an instrument, then amazing things can happen through us. Если мы просто станем инструментом, поразительные вещи будут происходить, нас Кришна будет использовать. Of course, the instrument can't take the glory. Инструмент не может присваивать себе славу. Just like if a surgeon performs a surgery, heart surgery for you, Если хирург делает вам операцию на сердце, do you get up after the surgery and take the scalpel and say, thank you so much for cutting the tumor? вы же не берете и не говорите вот скальпелю: большое спасибо, что ты мне сделал операцию. You thank the doctor because he did it. Вы благодарите доктора, потому что он это сделал. But he used the scalpel to actually remove it. Но он использовал этот скальпель для того, чтобы сделать операцию. So Krishna was the super surgeon on the battlefield of Kurukshetra. И Кришна был этим верховным хирургом на поле битвы Курукшетра. And battlefield of Kurukshetra was the operation table. И битва на Курукшетре была таким операционным столом. And what was the tumor? The tumor was Duryodhana and his party. И кого нужно было удалить? Дурьодхану и его партию. And Arjuna was used as the scalpel. Арджуна был использован как скальпель. And through that they cut out all this tumorous growth of Duryodhana and his party. И так была устранена эта болезнь в форме Дурьодханы и его партии. Similarly, if we only take shelter of the holy name as given by Mahaprabhu, Точно так же, если мы примем прибежище у святого имени Кришны, как его дал нам Шримад Махапрабху, Mahaprabhu may use us as a scalpel to do the needful. тогда Махапрабху может использовать нас как свой инструмент, скальпель, для того, чтобы проделать свою операцию. And to the extent we have a strong faith in the process, we will not be affected by so many propaganda of others who are influenced by Maya. И до той степени, до какой мы примем прибежище у этого процесса преданного служения, до той степени мы сможем быть свободны от влияния пропаганды этих людей, находящихся под влиянием Майи.
Srila Prabhupada was such a personality, И Шрила like Haridas Thakur, like Arjuna. И Шрила Прабхупада был именно такой личностью, как Шрила Харидас Такур или Арджуна. And we see, if you read his books, his conversation with scientists, his conversation with philosophers, his conversation with so many religious heads, he was immediately able to detect the fault in their argument and established perfectly what is the truth. И если вы послушаете беседы Шрилы Прабхупады, которые он проводил с учеными, философами, религиозными лидерами, вы сразу заметите, как он быстро находит ошибки в их аргументах и устанавливает истину. So the only thing we need to do is to actually scrutinizingly study and establish our deep foundation of Krishna consciousness. Поэтому нам следует очень тщательно изучить книги, данные нам Шрилой Прабхупадой, для того, чтобы наша вера имела серьезный фундамент. And of course, share this with others. И делиться этим с другими. And today is auspicious day, Radha, a time to go out and distribute. И сегодня Радха-ятра как раз то самое время, когда нужно поделиться с другими. One devotee said, when you are little sick, then you go to a doctor. Один преданный сказал, когда вы немного заболели, вы отправляетесь к доктору. But when you are really sick, very seriously sick, the doctor has to come home. Но когда вы серьезно больны, то доктору приходится идти к вам домой. In the earlier age, people would go to temple, go to place of worship to get the mercy. В старые времена люди приходили в храмы к святым людям для того, чтобы получить милость. But today people are so much influenced by the mode of passion and ignorance. Nobody wants to go to the Lord. Но сейчас люди находятся под таким сильным влиянием страсти и невежества, они не хотят идти к Богу. Therefore, the supreme doctor, Parama Vaidya, he himself comes on the street to distribute mercy along with his devotees. И поэтому верховный доктор Парамавадия, он выходит для того, чтобы распространять эту милость прямо на улицах. So it's a wonderful opportunity to share, and the more we give, the more we also receive. Поэтому сегодня у нас замечательная возможность поделиться милостью с другими, и чем больше мы будем отдавать, тем больше получим сами. So I'm very, very grateful to be here this morning. Я очень благодарен за то, что вы дали мне возможность сегодня быть здесь. Спасибо большое. Вопросы, может быть, какие-то? Задавайте. Да. Соответственно, если у нас нет этих качеств, даже хотя бы сознательно внутри себя, то мы ничего не воспримем от него. А может ли это, стало быть, если человек в таком настроении общается с каким-то очень таким материалистично настроенным человеком, значит ли это, что вот такое настроение, не служение, нет преклонения, поможет не оскверниться вот этим общением? И, по крайней мере, его умное настроение. In order to understand spiritual knowledge, we should have qualification, like it is said in the verse Tadvidi Pranipatana. But when we are preaching, in order to not be influenced by materialists, we should not manifest these qualities in order to be protected. What should be proper behavior towards the materialistic people in order to not be infected. You have ever gone to India? Вы когда-нибудь в Индии были? No. In India we have a game. В Индии у нас есть игра. It's called Kabaddi. Так называется кабадди. And there are two groups. Две группы. And they have a big field ground like this. And just like badminton court you have, table tennis court and like that, or tennis court like that. So they have a center line. Эта игра, для нее поле такое же, как вот в спортивных соревнованиях, например, в теннисных кортах, там разделительная линия.
So there is one group here and one group there, and there is central line. Одна группа по одну сторону с этой центральной линии, другая по другую. And half of the court is divided into another line. In the half of the court there is another line, both sides. И по обе стороны там еще и половина, на которой находится команда, тоже разделена пополам. And the game is, there are 10 people here and 10 people there. Игра состоит в том, что 10 человек на одной стороне, 10 на другой. And the game is, one person is called the rider. He goes inside. И одного человека его называют райдером, он должен войти в противоположную группу. What he has to do is, he has to take a deep breath. Он должен сделать глубокий вдох. And then kabaddi, 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 kabaddi. He shouldn't stop, only one breath. Он должен сделать только один вдох, и потом затаить дыхание. And as long as he has breath, he has to go inside, catch people and bring him to his side. Он должен зайти на противоположную сторону, сделать один вдох, схватить какого-нибудь из членов команды и перетащить на свою сторону. Or even if you touch someone, that person is out. Или даже если он прикоснется к члену противоположной команды, этот человек выбывает из игры. But if you go inside and they catch you and your breath is lost, that means you are out. Но если вы попали на противоположную сторону и вас захватили, или вы уже сделали выдох, то все, вы тоже выходите из игры. And the minimum requirement is you have to go and touch the second line. If you don't touch the second line and just stand near the line and say kabaddi, kabaddi and come back, you are out. Но смысл в том, что вы еще должны пересечь еще вторую линию, потому что если вы затаили дыхание и ходите в пределах только первой линии, то вы тоже выбываете из игры. So you should at least go half the court and touch that line and then come back. То есть вы должны дойти до второй линии, которая идет за центральной линией, и вернуться обратно, тогда вы не выбываете из игры. But some people are so overconfident, they go fully inside to catch everyone and bring them. Но некоторые люди, они настолько самоуверенные, они входят прямо внутрь этой команды, кого-то пытаются схватить, перетащить на свою сторону. And they go too much inside. И они иногда входят слишком глубоко. And as soon as he goes inside, everyone jumps and catches him, and he's out. И как только они глубоко заходят, естественно, там много, 10 человек, они его хватают, и он выбывает из игры. So, preaching is like playing kabaddi. И проповедь подобна такой игре кабадди. First of all, you have to take a deep breath. Сначала вы делаете глубокий вдох. What is that? 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. И это 16 кругов Харе Кришна Махамантры. First take good sadhana. Хорошая садхана. Namamrit, Kathamrit and Charanamrit. Намамрита, Катхамрита и Чаринамрита. 16 rounds of chanting, regular Nityam Bhagavata Seva. Here Bhagavatam, Guru Puja, Charanamrit. Now you are equipped. Kabaddi, kabaddi. Then you go inside. Вы хорошо воспеваете 16 кругов, слушаете внимательно Шримад Бхагаватам, принимаете Махапрасад Чаринамриту, и тогда у вас есть достаточно силы для того, чтобы войти во вражеский лагерь. But don't be overconfident and start preaching to prostitutes. Но не будьте слишком самоуверенными, не идите сразу в публичный дом проповедовать проституткам. We are not like Haridas Thakur. Вы еще не Харидас Такур. You just offer obeisances, touch the line and come back. Просто предложите почтение, коснитесь разделительной линии и вернитесь обратно. In our school, we had a very powerful fellow. His name was Nagbhushan. Нарубушин. Nagbhushan. В нашей школе был один очень могущественный такой человек, его звали Нарубушин. He was very heavily built. У него очень было сильное телосложение. And when he would go, he would just take a deep breath. Kabaddi, kabaddi, kabaddi. He just go inside. And as people will go, keep going back and back. Because he is very powerful. Когда он играл в эту игру, там люди все сразу расступались, потому что он очень сильный был. So actually they would go out of and they will get out themselves. Они сами убегали даже без всякой игры. But if somebody dared to catch him, even if 10 people jumped on him, he would catch all of them and bring them inside. Но некоторые осмеливались нападать на него, когда он играл в эту игру. И даже если 10 человек на нем повисало, он их всех перетаскивал на противоположную сторону. So whichever side Nagbhushan came,
that side was sure to be victorious. Поэтому на чьей стороне он играл, та сторона всегда побеждала. So someone like Prabhupada is like Nagbhushan. И Шрила Прабхупада, он был тоже такого сильного телосложения. They could go to communist country, capitalist country, any country, catch people and bring them to his side in Vrindavan. Шрила Прабхупада мог отправиться в любую страну, коммунистическую, капиталистическую, и он всех перетаскивал на свою сторону во Вриндаван. We can't imitate those great personalities. Мы не можем имитировать таких великих личностей. We just take a deep breath, kabaddi, kabaddi, touch the line, come back. Мы просто делаем глубокий вдох, приближаемся к разделительной линии, касаемся ее, возвращаемся обратно. Because we have to go a long way. Потому что нам еще предстоит дальняя дорога. And gradually, by Krishna's mercy, if we become more and more strong, then you go a little more deeper and catch a little more people and bring back. Но если по милости Кришны приобретаем чуть большую силу, мы иногда переходим эту заградительную линию, кого-то хватаем, забираем из майи. So the point is, we have to balance. Должен быть баланс. Jivedaya is important. Дживадоя, проповедь очень важна. But simultaneously, name ruchi. Но должна быть намаручи, вкус. Yeah. If you don't, there were very, very powerful preachers who were preaching, distributing books and going all out. Были очень могущественные проповедники, которые проповедовали, все время распространяли книги. But when you are only giving, it's like you have seen a well. Water. Well. Но если вы только даете, например, вот возьмем пример колодец. If you keep on taking water from the well, если вы все время вычерпываете воду из колодца, the well will become empty. Он в конце концов становится пустым. You have to allow some time to fill up. Every night you should fill up so that morning you can distribute the water. Нужно оставлять время, чтобы колодец наполнялся, и потом можно оттуда черпать воду. Similarly, we attend the morning program and fill up our heart with lot of nectar, and then rest of the day go and distribute the nectar. Поэтому нужно оставлять время для того, чтобы наполняться этим нектаром, с утра в особенности, утренняя программа, и тогда можно выходить и раздавать этот нектар. If you are only giving and not collecting, then you will become dry. Потому что если вы будете только отдавать и ничего не принимать, вы опустошитесь. And if you go dry, you have no taste. И когда вы станете пустыми, у вас не будет вкуса. And if you have no taste, you can't create taste in the heart of others. И когда у вас не будет вкуса, вы не сможете дать этот вкус, создать этот вкус других. So you have to balance and not be overconfident. Должен быть баланс, и не нужно становиться самоуверенным. Is that all right? Понятно? Okay, thank you. Большое спасибо. Да. Шри Джаганнат Бардев Субхадрамайя ки. Нитай Гур Премананди. Thank you. Дорогие преданные, давайте еще раз поблагодарим Гопинатха за замечательную Вот сейчас будет через несколько минут просад. Вот, и после просада мы вас смиренно просим. Кто-то здесь останется, несколько человек, чтобы навести здесь порядок, уборку. Вот у нас здесь Александр есть, он распределит. А остальных мы смиренно попросим, чтобы выехать на место, на ВВЦ, и там можно помочь в подготовке к празднику Радха. И Господь Бхагаватам проделает на вас.
это просто PowerPoint. Я на сайте нашел. Должно быть, да, конечно.